Серия аркадных гонок под названием Top Gear начала свое восхождение в 1992 году на 16-битной консоли Nintendo. Первая игра, которая в японском варианте называется Top Racer, стала одной из флагманских гонок для юной консоли. Критики и игроки оценили ее по достоинству. В ней было огромное количество трасс, отличная графика, несколько машин на выбор и возможность игры на двоих. Кстати, экран всегда отображает двух игроков, при этом, играя на одного, вы постоянно созерцаете езду компьютерного соперника. Заметив явный успех игры, разработчики из Gremlin Graphics довольно быстро, в 1993 году, начали разрабатывать сиквел гонки Top Gear 2. Ну и чтобы заработать побольше, решили портировать игру еще на несколько дополнительных платформ, среди которых оказалась Sega Mega Drive. И вот именно благодаря этому порту на 16-битку от Sega Top Gear 2 стала популярна у нас в стране. И надо сказать, порт получился хорошим. Конечно, в графике он проигрывает, но в целом Top Gear 2 для Mega Drive можно назвать одними из лучших гонок. Здесь имеются 64 трассы в 16 странах мира. Каждая гонка проходит в новом городе, что, кстати, помогло мне в школьные годы получше изучить географию. Постоянный сплитскрин из игры убрали. Теперь вы по-барски занимаете весь экран во время езды. Однако машина у игрока теперь только одна. В целом игра получилась очень сбалансированной, с хорошим управлением, приятной физикой, разнообразными трассами, погодными условиями и поистине легендарной музыкой. Лично я купил Top Gear 2 вот на таком пиратском картридже, в большом боксе. Я прошел эту игру несколько раз как один, так и вместе с другом Дениской. И даже научился взламывать пароли, чтобы сделать на первой трассе кучу бабла. Для меня Top Gear 2 стала эталонными гонками, с которыми я сравнивал все остальные, например, из серии Lotus или Road Racer для NES. Добавлю, что у серии имеется и третья часть Top Gear 3000, вышедшая в 1995 году. К сожалению, она вышла только для Super Nintendo, поэтому для нашего игрока осталась темной лошадкой. Она есть у меня на японском картридже. Действие здесь происходит в будущем, а гонки проходят на разных планетах. Главной фишкой стала возможность играть вчетвером через мультитап. Всем 8 бит, я Роман Шабанов, и это шоу «Картридж на прокачку», в котором я реставрирую пиратские и просто потрепанные жизнью картриджи. И сегодня я расскажу вам о том, как реставрировал игру Top Gear 2 для Sega Mega Drive. Погнали! С тех самых пор, как раскрылась правда о пиратских картриджах и о том, что есть лицензионные картриджи, у них есть крутые коробки и мануалы, у меня появилась идея почитать инструкцию к моей любимой игре Top Gear 2, которая, как оказалось, у меня была на пиратском картридже. Но сколько бы я ни шерстил в интернете, сколько бы я ни искал, нигде мне не удавалось найти сканов мануала. Для других игр сканы есть, а для Top Gear 2 именно на Sega Mega Drive я не мог найти нигде сканы. Ну а дальше, когда я уже начал заниматься прокачками, прокачал Contour Hardcore, Beyond Oasis и другие игры, у меня появилась идея уже перевести мануал для моей любимой Top Gear 2. Игра вроде бы есть, на eBay заходишь, смотришь фотографии, там есть коробка, картридж, мануал, но сканов мануала нигде нет, какое-то просто проклятие. При этом мануалы для Super Nintendo-ского Top Gear 2 были в легком доступе, их можно было легко скачать, почитать. И в какой-то момент у меня появилась идея, а почему бы не переработать инструкции от Super Nintendo под Sega Mega Drive. Если полистать SNES-овский мануал, я прямо сейчас его пробежался, посмотрел, выясняется, что там очень много схожего. Там фактически один и тот же шаблон для двух разных мануалов. Только единственный плюс, и самый, наверное, большой плюс, а мануала для Super Nintendo — это то, что у него цветные картинки. Сеговский мануал на этом фоне выглядит каким-то более халтурным, более дешевым, потому что у него черно-белые скриншоты. Это, конечно, очень плохо.
Однако я все-таки еще надеялся найти сканы сеговского мануала, потому что, переделывать это одно, а иметь оригинальный мануал — это уже совсем другое. То есть хотелось, конечно же, иметь на руках оригинальный мануал от игры для Sega Mega Drive. И вот где-то примерно в том году я решил попробовать кинуть клич в группе ВК, на Ютубе и на Бусти. Поспрашивать у подписчиков, может быть, все-таки у кого-то имеются на руках сканы мануала для Top Gear 2. Потому что частенько ВКонтакте можно встретить такие фотографии из серии «Я купил новый картридж, пополнение коллекции», и там обязательно имеется коробка, картридж и инструкция к игре. То есть инструкция вроде как имеется на руках у наших пользователей, но сканов все еще нет. В общем, кинул я клич и начал ждать. Подумал, если никто не откликнется, никто не отсканирует, то можно тогда уже смело, со спокойной душой брать мануал от Super Nintendo и переделывать его под Sega Mega Drive. И спустя какое-то время мне написал Вячеслав Абрамов из группы «Коллекционеры консолей». Он уже как-то присылал мне сканы от игры Probotector в русском переводе Стиплера. И вот он мне опять написал и сказал, что у него имеется на руках мануал, нужный мне, но, к сожалению, отсканировать он его не может, и прислал мне только фотографии всех страниц. То есть какой-то материал для начала работы у меня появился. Я подумал, по крайней мере, можно распознать текст и начать его переводить. Ну и плюс скриншоты. Их легко видно и легко можно заменить более качественными, сделав по новой. Единственная и важная проблема фотографий мануалов в том, что они выполнены обычно немножко в искаженной перспективе. То есть я когда обычно делаю макет, я подкладываю снизу оригинальную страничку и поверх нее начинаю накидывать русский текст, новые картинки и новые элементы. Но когда мануал сфотографирован, так не получится. Нужно сначала выправить страницу, исправить у нее перспективу, сделать ее ровным прямоугольником и только тогда с ней уже работать. Поэтому для прокачки, для реставрации фотографии мануалов нежелательны. Но если уж ничего нету, то с ними тоже можно работать. Именно с вот такими вот искаженными страницами мне пришлось работать, когда я переводил мануал для игры «Черепашки во времени». И это было очень тяжело и долго. Ну и в итоге, собравшись с силами, я начал потихонечку распознавать текст. И вдруг мне на Бусти написал еще один зритель под ником X-Ray. И вот он-то как раз таки мне уже отправил сканы всех страниц. И причем не просто там в 300 dpi, а аж в 600 dpi. Это прям вот максимально четкие сканы, которые можно только сделать. Я такой посмотрел на все это дело, думаю, ого себе, радости моей не было предела. Потому что и распознавать текст станет легче, и я прям смогу под микроскопом фактически рассмотреть все элементы дизайна этой инструкции, все скриншоты и все. В общем, очень круто, и спасибо огромное X-Ray за то, что он прислал мне вот такие крутые и очень качественные сканы. Плюс вдобавок он еще и прислал отсканированную обложку от вот этой вот всей коробочки, что тоже облегчило мне работу. Но дело в том, что я так долго искал вот эту самую заветную инструкцию для моей любимой игры, что как только мне попали в руки хорошие сканы, я быстренько так побежал, в фотошопе их обработал, подровнял края, пересобрал макет. Во-первых, я сделал PDF-файл, чтобы можно было загрузить его в библиотеку Emuland. И во-вторых, тут же распечатал себе и сделал вот такую вот инструкцию. Потому что подумал, ладно, прокачивать я еще буду очень долго, но мне так хотелось подержать этот заветный мануал в руках, что я распечатал себе английскую версию. Никаких изменений я не делал, просто распечатал ее и решил проверить, подойдет ли она для моего вот этого самого китайского бокса. И как видите, она сюда очень хорошо помещается. То есть китайцы даже сделали здесь зажимы для мануала, что очень круто, потому что мне нужно всего лишь заменить обложку, и все. У меня фактически как лицензионный бокс будет. И причем он не маленький, а большой, что немаловажно. Ну и дальше началась работа уже непосредственно над русскоязычной инструкцией и переводом обложки для коробочки. Ну а теперь давайте повнимательнее рассмотрим готовый русскоязычный мануал, и я расскажу вам о том, как работал над его переводом. Ну что, вот она, инструкция моей мечты. Сколько же лет я ждал этого момента. Давайте уже теперь скорее ее полистаем и посмотрим, что же у нас получилось. А потом еще рассмотрим коробку.
Обложка, как видите, полностью оригинальная, за исключением краткой и лаконичной надписи и инструкция на русском языке. Далее у нас идут классические меры предосторожности с цветной печатью Sega и содержанием, увенчанным рассказом о том, что гонять в игре придется очень много и очень быстро, до 320 км в час, между прочим. Здесь описание титульного экрана и первый косяк у издателя. Они написали, что нужно выбрать пункт меню «Старт», но здесь такого выбора нет. В своем переводе я это, естественно, поправил. Далее конфигурации контроллера. Настройки режима игры. Это, можно сказать, второй титульный экран. Скриншота здесь не было, но у себя в макете я его добавил для наглядности. Все-таки менюшка большая, и он здесь сам напрашивается. Раздел «Запуск двигателя». Здесь идет описание под меню настройки игрока, сопровождающееся большим количеством скриншотов. Они были сделаны сразу для двух игроков. И с одной стороны это немного путало, а с другой стороны был перерасход черной краски. Поэтому скрины в этом разделе я наполовину обрезал по высоте, а здесь у меня опечатка. Должно быть написано «Опции настройки игрока». В PDF я уже все поправил. Здесь продолжение опций настройки игрока, информация о гонке. Как ни странно, здесь был неправильный скриншот. Я его, естественно, заменил. Причем в SNES инструкции ошибки со скриншотом не было. Элементы экрана игры. Вот нам наконец-то показали геймплей. Я попытался воссоздать этот скриншот максимально точно. Вычислил по карте трассы, что это Британия, Лондон, записал прохождение этой трассы и потом выцепил из записи максимально похожий скриншот. Ставьте лайк за труды. Магазин запчастей. Как видите, здесь собраны картинки со всеми запчастями и их описания. Причем автор оригинального текста решил пошалить и сделал довольно ироничные описания. Я же постарался перевести это все максимально адекватно, чтобы сохранить оригинальную подачу. Еще немного запчастей. В магазине красок я добавил картинку с цветами. В оригинале был только текст, потому что инструкция черно-белая. На этой странице я заменил пиксельные изображения призов векторными для улучшения качества. Так, здесь у нас ввод пароля, советы гонщику и гарантия. Добавлю, что в оригинале все вот такие вот заголовки написаны на черных полосках. И вы скажете: Роман, так в чем дело, почему ты их такими не сделал? А дело в том, что я перенес цвета этих полосок из цветной инструкции для Super Nintendo. Вот такой хитрый ход. И вот такая крутейшая инструкция у меня получилась. Еще пара слов о стикере для вот этого картриджа. Как видите, стикер я менять не стал, он остался старенький, потрепанный, потому что слишком уж он мне дорог. И мне просто было жалко сдирать этот стикер, потому что слишком уж я к нему прикипел, поэтому я оставил его оригинальный, пиратский, так что не судите строго. Ну и давайте теперь быстренько взглянем на коробку. Лицевая сторона без изменений. Единственное, я сделал мелкий текст белым. А так здесь все как в оригинале. Боковина. Здесь вот этот логотип плохо видно, но так тоже было в оригинале, и я не стал менять. Ну и задняя сторона, которая должна презентовать нам игру. Описание, как видите, на русском. И самое главное, что я нашел точно такой же шрифт. Называется Литос. Получилось очень аутентично и очень круто. Мне прям нравится, как стала выглядеть коробка. Ну а теперь давайте посмотрим на полный русскоязычный комплект игры Top Gear 2 для Sega Genesis или Sega Mega Drive. Ну что ж, пожалуй, на этом и закончим очередной выпуск шоу «Картридж на прокачку». Не забывайте, что все макеты для печати точно такого же комплекта игры Top Gear 2 на русском языке вы сможете найти у меня на сервисе Boosty. Также русский и английский мануал для чтения я выложу на сайте emuland.net. Ну и, конечно же, не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать, вступать в группу ВКонтакте. И самое главное, вы можете поддержать меня на сервисе Boosty или разовым донатом. Это очень помогает развитию канала. Также заглядывайте в раздел трансляции на моем канале на YouTube. Там я начал потихонечку проходить некоторые интересные дендевские игры, ну и параллельно рассказывая о новостях относительно производства новых роликов.
Так что очень полезно, интересно и, наверное, даже местами смешно. На этом у меня все. Еще увидимся.